Здравствуйте! Покажу сейчас, как заменить патрон в люстре. Вот у меня такой светильник, он устроен точно так же, как и люстра. Патрон Е27. Значит, чтобы его заменить, этот патрон, отремонтировать, проверить, нужно для начала все это разобрать. Выкручиваю лампу из патрона. Теперь нужно выкрутить так называемую юбку. Вот такая гайка своеобразная. Необходимо вынуть шайбу. Вот, которая прижимает наш стеклянный плафон. Все, теперь можно уже снять плафон. Теперь необходимо заняться самим патроном. Снимаем верхнюю его часть. Далее снимаем вот эту декоративную часть и добираемся вот винтик, который прижимает провод, который заходит в патрон. Значит, этот винтик необходимо открутить. Шлиц у него иногда бывает не очень хороший, поэтому его, если он плохой, можно ножовочкой и надрезать, улучшить. Так, теперь у нас провод двигается. Вот мы его можем вынуть. Вот расположена внутри донца патрона вот такая гайка. Ее нужно обязательно выкрутить. Обычными плоскогубцами туда, по-моему, практически, мои, по крайней мере, сюда не входят. Поэтому приходится использовать вот такой инструмент. О. Не забывайте, что на самом патроне тоже есть резьба. Поэтому его тоже выкручиваем вместе с гайкой. Вот здесь такие винтики. Не теряем их. Вынимаем. Все, винтики вынуты. Вот так это все можно разобрать. Все, и можно также точно снять и донцы патрона. Чтобы установить новый патрон, нужно все, соответственно, проделать в обратном порядке. Накрутить патрон на резьбу, одеть гаечку. Закручиваю гаечку. Вот так. Так. Вместо отпавшего кембрика я заизолирую кусочком изоленты. На всякий случай. Хуже не будет. А теперь все в обратном порядке. В колечко вставляем винтик. Нужно закрутить довольно туго, чтобы был хороший контакт. Теперь второе колечко.
И второй винтик. Стоит проверить, хорошо ли прикручены сами лепестки, которые контачат с лампой. Вот у них для этого есть тут винтики. Вот. И вот. Ну, в данном случае они туго держатся, поэтому все в порядке. Теперь наступил самый тот момент, когда желательно перед окончательным закрытием лампы все это проверить. Для этого я воспользуюсь, ну, для начала воспользуюсь мультиметром. Вот у нашей лампы вилочка. Вот у нас мультиметр. Включаем мультиметр. Проверяем. Да, в режиме прозвонки он работает. Вот. Этот лепесток порядок. Вот этот лепесток. Он у нас почему может не звониться? Потому что на лампе присутствует вот выключатель. Проверим сейчас. Да, все работает. И этот лепесток работает, и тот. Ну, это хорошо. Теперь можно с чистой совестью окончательно все закрывать. На этом вкладыше керамическом вот есть углубление. 4 штуки с каждой стороны. А на донце патрона вот 2 выступа. Ну, нужно как-то сориентировать так, чтобы выступы попадали в углубление. Иначе нормально вкладыш не станет, соответственно, и не закроется все. Вот, я тяну за провод здесь, чтобы вкладыш наш не выпадал. Теперь в самый настал момент, когда можно вкрутить туда этот фиксирующий винтик, который фиксирует наш провод. Все, вкладыш там держится плотно. Надеваем теперь верхнюю часть нашего патрона и накручиваем ее. Ну, все. Теперь можно одевать непосредственно стеклянный плафон. Ну, со стекляшкой, конечно, нужно действовать осторожно, чтобы ничего не разбить. Прижимную шайбочку, юбку. Во время закручивания юбки, конечно, очень туго действовать не стоит, потому что можно раздавить стекляшку самого плафона. Теперь необходимо вкрутить лампу. Ну и самое интересное это то, что нужно проверить, работает она или нет. Ну вот, финальная проверка. Вилку я уже в розетку воткнул. Все, теперь выключателем можем включить, выключить. Все в порядке, все работает. Вот так можно легко заменить патрон на люстре. Ну и, конечно, нужно закрыть декоративной этой частью. Все, если видео вам понравилось, обязательно подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, следите за новыми видео и задавайте вопросы в комментариях. Спасибо, пока.